В 1985 году, через 3 года после того, как квартет ABBA объявил о своем самороспуске, в Стокгольме образовалась новая группа Roxette. Именно ей было суждено стать наследниками ABBA в деле мировой экспансии шведской поп-музыки. Roxette точнее называть все-таки дуэтом, а не группой, ведь в его основании стояли двое – композитор и музыкант Per Gessle и певица Мари Фредриксон. Оба были уже довольно известными персонажами у себя на родине, и вот однажды в голову Пера пришла идея, а почему бы мне не предложить Мари объединить и создать группу. Так появился Roxette. Свой первый совместный сингл Never Ending Love они записали как эксперимент, даже не афишируя свои лица на обложке. Первоначально песня была предназначена для третьего сольного альбома Пера, но он в срочном порядке переписал ее под вокал Мари для дебютного альбома Roxette. После того, как в октябре 1986 года альбом появился в продаже, вся Швеция поняла, что в стране появился новый интересный дуэт. Для Пера и Мари это была отличная новость, но на ближайшее время у них была запланирована совсем другая цель. Сегодня Швеция, а завтра мир. Таков был девиз Пера, и это была совсем не шутка. По одной легенде, своим прорывом Roxette обязаны одному американскому парню по имени Дин Кушман, который был участником программы по обмену студентами между Швецией и США. Дин вернулся из Швеции не только с новыми впечатлениями, но и с альбомом Look Sharp под мышкой. Однажды он пришел на радиокомпанию, вручил диджеям CD и попросил проиграть его в программе по заявкам. Диджеи диск взяли, но тут же про него забыли. Вспомнили о диске лишь когда Дин позвонил и сказал, что придет его забрать. Тогда диджеи решили все-таки прослушать альбом, так сказать, для очистки совести. Первая же песня «Взгляд» произвела на них огромное впечатление. Неужели шведы могли написать такую ударную поп-песню, удивлялись американцы. The Look тотчас же записали на кассету, еще несколько копий разослали по другим радиостанциям, и песня начала победное шествие по мекке рок-н-ролла. По воспоминаниям Гессле, во время гастролей 1988 года по Швеции дошли до нас слухи, что нашу музыку играют в Америке. Тогда еще не было у нас там ни одного изданного альбома, поэтому подумали, что кто-то злостно шутит. Вскоре компания EMI издает песню на сингле, и в апреле 1989 года The Look возглавляет американский топ. Подобное в истории шведской поп-музыки происходило лишь 2 раза. В 1974 году с группой Blue Sweet с песней Hooked on a Feeling. И в 1977 группа ABBA с Dancing Queen. Изначально Per Gessle хотел записать эту песню в стиле группы ZZ Top. Однако в результате вышел скорее поп, чем блюз-роковая композиция. Нечто похожее произошло и с вокалом. Несмотря на то, что основным голосом Roxette была Мари, дуэт решил The Look больше подходит мужчине. В результате песню спел Пер, хотя вокалистом он себя до этого не считал. Музыка родилась, когда Гессле забавлялся с только что купленным синтезатором. На родившуюся мелодию он быстро сочинил рыбу, ничего не значащие фразы, призванные зафиксировать мелодию и ритм песни. Позднее Пер планировал написать более вменяемую лирику, но после нескольких попыток понял, что лучше все оставить так, как есть. Как видите, абстрактный текст ничуть не помешал успеху песни, а Мари Фредриксон всегда считала The Look лучшей песней Roxette. Осенью 1989 года подоспел и второй американский хит номер 1 с того же альбома Look Sharp. Он представлял собой драматическую балладу «Прислушайся к своему сердцу». Наверное, одну из самых любимых песен Roxette на постсоветском пространстве. История создания песни имеет отношение к реальной жизненной драме. Идея зародилась после разговора Пера со своим другом, переживающим болезненный развод с женой.
Проблема усугублялась наличием ребенка и тем, что Пер и его собеседник перед этим дружили, что называется, семьями. Поэтому после успеха баллады Пер позвонил другу, чтобы сказать: «Ты номер один в Америке. Ты, я и Мари завоевали первое место». Песню «It Must Have Been Love» Гесли написал еще в 87-м. Вот только тогда она суперхитом еще не была. Даже название было совсем другое – «Рождество для разбитых сердец». Дело в том, что написана она была по заказу немецкого филиала компании EMI, которому захотелось, чтобы Roxette произвели на свет интеллектуальный рождественский сингл. Кстати, в первоначальном варианте композиция звучала намного быстрее, пока продюсер Кларенс Эферман не посоветовал превратить ее в балладу. По неизвестным причинам немцы песню так и не выпустили. Зато издали в Швеции, где она стала номер 4 в 1987 году. На какое-то время музыканты забыли о песне, до тех пор, пока им не позвонили продюсеры фильма «Красотка» и не спросили, а не могла бы группа написать какую-нибудь песню для фильма. В другое время шведский дуэт, наверное, бы отнесся к этому предложению с энтузиазмом, но это был конец 80-х, когда Roxette находились на пике успеха и как раз совершали турне. К тому же не стоит забывать, что особого успеха на тот момент от фильма «Красотка» никто не ждал. В результате Пер Гесли просто отмахнулся от предложения, заявив, что новых песен ему писать некогда, и единственное, что он может предложить, эту старую балладу. Пер специально изменил в ней текст, полностью убрав рождественскую тему. Теперь песня называлась «Должно быть, это любовь» и повествовала об одиноком зимнем дне после разрыва любовных отношений. Поначалу продюсеры фильма отказались от песни, но тут ее услышал режиссер. Баллада так понравилась Гарри Маршаллу, что он даже изменил некоторые сцены, чтобы песня лучше вписалась в фильм. Как известно, «Красотка» произвела настоящий фурор в мире кино и подарила Roxette третий американский хит номер 1. «It Must Have Been Love» стала самой успешной песней из саундтрека, превзойдя даже заводную «Oh Pretty Woman» Роя Орбисона. Во время работы над следующим альбомом Пер Гесли пришел домой и обнаружил на фортепиано записку, оставленную его женой Оссой. В ней было написано по-шведски следующее: «Эй, дурачок, я тебя люблю». Пер как раз сочинял новую песню, поэтому подумал, что данная фраза может неплохо прозвучать в ней и на английском. По воспоминаниям Гесли: «Я подумал, какой чудесный текст, его нужно использовать». Читал как-то интервью Пола Маккартни, который говорил, что написание песен с Джоном Ленноном было как нескончаемая увлекательная поездка. Оттуда взялся и заголовок «Joy Ride». Английское понятие «Joy Ride» на самом деле весьма многозначительное. Это не просто езда на автомобиле, это езда в развлекательных целях и на большой скорости. Название песни определило и сюжет клипа, где Пер и Мари лихо несутся на красном Феррари без водителя, сидя прямо на капоте. Чтобы создать у зрителя эффект достоверности, в клипе колеса машины не показывали, иначе бы стало ясно, что Феррари едет не сам, а стоит на платформе большого грузовика. Однако в финале машина должна была доехать до пропасти, и для этой сцены грузовик не годился. В итоге наняли водителя, который мог рулить лежа. Для этого ему даже соорудили специальное зеркало, чтобы он видел дорогу. Поначалу все шло нормально. Дуэт лежал на капоте, водитель на полу машины, а рядом по рельсам ехала камера с операторами. Однако внезапно выяснилось, что водитель не очень хорошо видит начало обрыва и скорости не снижает. Лишь когда раздались испуганные крики операторов, он резко нажал на тормоза, Пер слетел с капота, но даже после торможения машина по инерции продолжала скользить и остановилась в нескольких сантиметрах от пропасти. Если бы Мари не была блондинкой, то она бы точно посидела. К сожалению, Joy Ride стал последним синглом Roxette, занявшим первое место в США. И это несмотря на то, что в новом альбоме Crash Boom Bang
хватало ярких, качественных поп-песен. Одной из причин относительного провала альбома стало то, что поначалу его урезанная версия распространялась по сети ресторанов Макдональдс. Поэтому, когда вышел полный релиз, американские магазины посчитали, что он уже не будет иметь спроса у слушателей. Впрочем, за пределами США альбом оказался довольно успешным, а в России Roxette в 1994 году и вовсе была одной из самых популярных западных групп. В результате в 1995 году шведский дуэт впервые дал концерты в Москве. Ударным синглом альбома стала одноименная композиция Crash Boom Bang. Поначалу Гесли говорил, что подчеркнул название из рок-н-ролла Элвиса Пресли Jailhouse Rock. И хотя в тексте песни Пресли действительно разбросаны эти взрывные словечки, позже Пер признался, что ляпнул про Пресли просто так, ради красного словца. Несмотря на название, песня оказалась не боевым рок-н-роллом, а очередной трагической балладой, где речь шла о хрупкости любви. На песню был снят красивый клип, в котором Мари Фредриксон поднималась по бесконечной лестнице, встречая по пути самых разных персонажей. Видео снималось в Лондоне на очень современной для своего времени аппаратуре. Настолько современный, что когда дуэт вернулся с отснятым материалом в Швецию, то клип не смогли смонтировать и даже кое-где испортили пленку. Пришлось вернуться в Лондон, чтобы довести видеоролик до ума. Другими яркими песнями альбома 1994 года стали также Run to You и Sleeping in My Car. С последней у Roxette неожиданно возникли проблемы, когда в 1995 году группа впервые дала концерты в Пекине. Китайская цензура сочла текст Sleeping in My Car слишком откровенным и попросила дуэт либо убрать отдельные строчки, либо исполнить их на шведском. Пер вроде бы согласился, но во время концерта ничего менять так и не стал. После небольшого перерыва, во время которого Пер и Мари занимались воспитанием детей и сольными проектами, в 1998 году Roxette снова собрались вместе, чтобы записать новый материал для своего альбома Have a Nice Day. Первый сингл с нового альбома Wish I Could Fly был выпущен в начале 1999 года и стал очередным европейским хитом. За ним последовали сильно уступающие в легкости звучания песни Anyone, Stars и Salvation. После выхода альбома музыканты отказались от гастролей и сосредоточились на написании новых песен и записали еще один альбом Room Service, который вышел весной 2001 года. Такие песни, как The Center of the Heart и Real Sugar, стали радиохитами. И осенью 2001 года Roxette после 6-летнего перерыва наконец вернулись на сцену. Однако через год у Мари Фредриксон была диагностирована опухоль головного мозга. Это было серьезным испытанием, но она успешно лечилась и постепенно восстанавливала свое здоровье. К 2004 году Мари чувствовала себя уже достаточно хорошо, чтобы выпустить свой первый англоязычный сольный альбом The Change, который отразил весь трагизм ее состояния во время болезни. Альбом получил признание критиков, а также достиг платинового статуса в Швеции. В 2006 году Мари выпускает альбом «Мой лучший друг», в котором она исполнила свои любимые песни других шведских исполнителей. А Пер в это время сосредоточился на альбоме, который он решил использовать в качестве трамплина для своего европейского клубного тура с сет-листом, состоящим из англоязычного сольного материала и классики Roxette. Тур прошел с огромным успехом, а когда 6 мая 2009 года в амстердамском клубе Мари Фредриксон вышла на сцену и исполнила вместе с Пером и группой It Must Have Been Love и The Look, не только у всех в зале, но и у всего мирового сообщества поклонников Roxette навернулись слезы на глазах. Roxette
вернулись. Такое возвращение придало группе уверенность, и они запланировали мировое турне. Подготовка к турне продолжалась параллельно с записью нового альбома, первого с 2001 года, на котором присутствовал только новый материал. Первый сингл «She's Got Nothing On But The Radio» был выпущен в начале 2011 года. За ним последовал выпуск самого альбома и концерты в России, открывающие начало мирового турне. Российские гастроли проходили успешно, и альбом стремительно поднимался на вершину хит-парада в Европе. Но настоящее восхищение ждало их за океаном. Когда группа приземлилась в Южной Америке, они поняли, что континент все еще не оправился от лихорадки Roxette, которая сделала их туры 90-х легендарными. У нас были толпы поклонников, встречающих нас в аэропортах, автомобили и мотоциклы, следующие за нами в отеле. Поклонники роились вокруг нас. Это были моменты, о которых можно только мечтать, когда тебе 20, но нам было уже за 50. И мы долгое время не выступали с концертами, поэтому все это казалось невероятным. Первоначально окончание тура планировалось на лето, но билеты раскупались настолько быстро, что было принято решение назначить дополнительные концерты сначала на осень 2011 года, а затем и на 2012 год. Ниспадающий интерес к выступлениям Roxette привел к тому, что тур был вскоре переименован в никогда не заканчивающийся тур. Энергетический заряд был настолько мощным, что им даже удалось между выступлениями, аэропортами и встречами за кулисами с фанатами записать еще один новый альбом «Traveling». Только в сентябре 2012 года группа наконец завершила свое турне выступлением в Мехико. После этого Roxette сделали заслуженный перерыв, чтобы подзарядить свои батарейки. Мировое турне, подобное тому, что Roxette провели, оставило бы большинство групп в довольно измотанном состоянии. Но, как говорят англичане, ни сна, ни отдыха измученной душе. Или по-нашему, ни минуты покоя. И вот уже осенью 2014 года группа вновь встает на колеса. Однако на этот раз было решено изменить тактику. Идея состояла в том, чтобы вместо длинного марафона провести менее энергозатратную версию бесконечного тура с более короткими и насыщенными турами, растянутыми на длительное время. Такое расписание гастролей давало группе возможность написать и записать новый материал для нового альбома Roxette. Раньше мы совершали тур в поддержку и раскрутку нового альбома, но теперь у нас так не получается. Мы гастролируем со старыми хитами, и это именно то, что люди хотят услышать. Новые песни хороши, но они просто глазурь на торте, говорил Геслер. С новым сценическим оформлением, созданным всемирно известным дизайнером Патриком Вудрофом, Roxette посетили Россию, Австралию и провели лето 2015 года в масштабном летнем турне по Европе. Но в конце концов, организм Мари Фредриксон оказался не железным. Roxette должны были начать последний этап своего 30-летнего юбилейного тура летом 2016 года, когда врачи посоветовали ей полностью отказаться от гастролей. Турне было отменено, а Roxette поблагодарили поклонников группы за прекрасные 30 лет вместе, однако предусматривалась дальнейшая возможность записи песен с участием Мари. В ее доме в Стокгольме была оборудована звукозаписывающая студия. 26 ноября 2017 года на шведском телеканале ТВ4 выходит передача, гостем которой был Пер Геслер. На вопрос ведущего: «В прошлом году вы в последний раз выступали с Roxette. Считаете ли вы, что это был последний концерт группы?» Геслер ответил: «Да, я действительно так думаю. Пожалуй, это уже история». 9 декабря 2019 года 17-летняя борьба Мари Фредриксон с раком подошла к концу. К сожалению, не в ее пользу. После смерти Мари группы не стало, но песни, исполненные ими, продолжают завоевывать сердца все новых и новых слушателей. И эта история, похоже, будет длиться бесконечно.